Добрый день! С вами снова я, Лариса Жаркевич, рукодельный мастер и эксперт по продвижению рукоделия. Последнее время просто какой-то ужас. Мошенники атаковали продавцов Etsy. Лично я, а также мои друзья и ученики, у которых уже есть действующие магазины, получают подозрительные письма якобы от клиентов или от команды Etsy. И как же разобрать, действительно ли это письма, на которые нужно реагировать и нужна какая-то помощь и поддержка, либо же к вам постучали мошенники с определенной целью. И этих целей можно выделить три. Первое– это украсть ваши деньги, украсть ваш товар и украсть ваш магазин в целом. Разберем первый пункт. Если у вас подключена система PayPal и вы кому-то дали свои данные, email и пароль, то, естественно, с вашего электронного кошелька можно стянуть деньги. А также, если вы по неосторожности даете номер кредитной карты и трехзначный код. Но последнее время люди стали осторожны, и редко кто попадается на эту удочку и дает данные своей карты. Да и Etsy борется с мошенничеством подобного рода. Поэтому они подключили систему Etsy Payment и проводят все деньги через себя. Второй пункт– воровство товара. Этот вид мошенничества обычно касается диджитал товаров. Но распознать такой обман очень легко, потому что все заказы проходят через Etsy. Он является посредником между вами и покупателем. И все заказы попадают в раздел Order и Shipping. Как только товар купили, вы сразу же видите его внутри своего магазина. Конечно, бывают и ошибки, бывают и задержки, но это не зона вашей ответственности. Все легко решается в процессе переписки с клиентом. Первым двум видам мошенничества обычно подвержены магазины, либо недавно открывшиеся, либо с малым количеством продаж. Или те, кто давно не заходил в свои магазины, а тут решил активизироваться. Я не знаю, как мошенники просчитывают такие магазины, но движуха спамеров начинается с повышением вашей активности. И третий пункт– воровство вашего магазина в целом. Это просто кошмар для тех, у кого уже раскрученные магазины и имеется большое количество успешных продаж. Такие случаи были. Поэтому, как не потерять ваш магазин или все-таки, если факт воровства случился, как его вернуть, я запишу отдельное видео. А мы сейчас рассмотрим письма мошенников и увидим, как их можно отличать от реальных писем потенциальных клиентов и от команды Etsy. Пошли за компьютер. А сейчас я вас хочу немножко успокоить. Дело в том, что Etsy старается предотвратить атаки со стороны мошенников. И в документе, который называется «Как бороться с мошенничеством и подозрительными сообщениями», в самом верху написано, что все сообщения от Etsy приходят в специальную папку From Etsy. Эта папка была создана недавно для того, чтобы защитить от мошенников как продавцов, так и покупателей. И вот здесь вот есть такая информация, что мошенники создают несколько учетных записей, и обычно это одинаковые короткие сообщения, не персонализированные. Они отправляют их разным продавцам, и больше всего они нацелены на дорогие товары. Чуть ниже мы можем видеть разделы, куда мы можем зайти и прочитать рекомендации. Как узнать, на самом ли деле сообщение от Etsy реальное. И следующий раздел, как заблокировать вот эти вот сообщения. Потом, какие методы применяют скамеры. Как узнать, действительно ли вы находитесь на сайте etsy.com. И если вы вдруг стали жертвой мошенников, что нужно делать в этом случае. Чуть ниже вот здесь показан пример, как выглядит вот эта папка From Etsy и как от него пришло письмо. Меня здесь еще заинтересовал такой раздел. Здесь очень много интересной информации. То есть вот какие техники, какие методы применяют мошенники. Здесь их несколько перечислено, как для
продавцов, так и вообще для всех членов сообщества. И здесь мы можем видеть такие варианты, что мошенники просят, чтобы отвечали по личному имейлу, а не через Etsy. Также просят оплату произвести не через Etsy Payment, а через какие-то другие финансовые платежные платформы. Торопят, создают ощущение срочности, притворяются покупателями и просят ваш email, чтобы завершить покупку. Но для того, чтобы сделать покупку через Etsy, email покупателям не нужен. Еще они могут просить добавить, например, какие-то дополнительные товары в посылку, отказываются провести свои финансовые операции через Etsy Checkout. И здесь много информации, можно почитать и сравнить с теми письмами, которые вы получили, и уже понять, что действительно ли они от потенциальных покупателей или все-таки от мошенников. И вот здесь, вот в этом же документе есть ссылочка. Так, сейчас я ее найду. Вот она. Это ссылка на справочник продавца. Давайте мы зайдем и посмотрим. Здесь нам дают тоже возможность проверить, насколько ваш аккаунт защищен. Здесь расписаны прям по пунктам и даются рекомендации. Первое. Сделать двухфакторную аутентификацию для полной защиты вашего магазина. Дальше. Защитить ваш пароль и несколько рекомендаций. Предлагается делать сделки финансовые только через Etsy Payment и никак по-другому. Теперь здесь следующий момент. Не взаимодействовать с подозрительными сообщениями, не переходить по незнакомым ссылкам. И вот здесь вот для примера вам показано, как приходит письмо от Etsy, как оно должно выглядеть примерно. Следующие советы: как защитить свои устройства, телефоны, компьютеры, планшеты. Здесь несколько шагов описаны. Важно хранить свои контактные данные реальные, действительные. Например, вы поменяли email или телефон, тут же занесите их. Следующий пункт говорится о том, что надо ограничить доступ к своей учетной записи. И не только чужих людей, но и, наверное, кого-то из членов семьи, потому что, просто незачем им знать лишнюю информацию. Нужно поддерживать актуальность вашей финансовой информации тоже. И самый последний, для меня очень важный, но думаю, что и для всех продавцов тоже, потому что Etsy говорит о том, что всегда можно к ним обратиться в Etsy Help Center. И работают они круглосуточно. Сейчас мы находимся в разделе Messages одного из моих магазинов. Здесь реальные люди, мы с ними вели переписку, и вот папочка from Etsy, она пустая, в ней ничего нет. И все письма мошенников я уже отправила в папку спам. Здесь вот их 2. И давайте мы посмотрим, вот первое письмо, оно даже с аватаркой от какой-то Николь. И в первую очередь наше внимание привлекает вот этот желтый прямоугольник, где Etsy говорит, что нужно сделать с письмами мошенников, и предупреждает о том, что покупателю никогда не нужен наш email, чтобы сделать покупки. Второе предупреждение, что все сообщения от Etsy будут иметь этикетку Etsy Staff. И третье, с Etsy никогда не позвонят, если мы сами не запросим от них звонка. Давайте посмотрим, что в письме. Первоначально может показаться, что это реальное обращение к продавцу. И здесь человек говорит о том, что заинтересован в продукте. И есть ли возможность иметь ссылку, и он заинтересован в оптовых покупках. Вроде бы ничего такого. И если бы не вот этот желтый прямоугольник, то можно было бы уже связываться с этим человеком, кликнуть даже ради любопытства на этот линк. И неизвестно, что было бы. Я не кликала, потому что это опасно.
Я его скопировала и попыталась завести в поисковик Гугла. Мне ничего не дало это. И потом уже на трезвую голову можно разобраться, что да, если человек обращается, но он обращается к кому? Здесь нет моего имени даже. То есть можно предположить, что он такие письма просто вот как спам распространяет по разным магазинам и не представляется никак. То есть понятно, что это уже какой-то скам. Дальше второе письмо вот здесь есть. Это уже вообще без аватарки. Это как будто бы какой-то человек хочет купить у меня вот этот конкретный товар и даже ссылку на него дает. И говорит о том, что он хочет задать кое-какие вопросы, прежде чем осуществить сделку. И я должна написать вот на этот email. Но скажите, зачем я должна писать кому-то на какой-то email, если мы уже общаемся через email, через сообщение Etsy. То есть даже вот это вот прямоугольник не нужен, и уже понятно. То же самое, если бы он обратился конкретно ко мне, то люди обращаются по имени, как-то приветствуют. А здесь, ну, вообще это обезличенное письмо. А вот этому моему магазину повезло больше. Здесь уже вот целых 6 сообщений, и 3 из которых якобы от Etsy. Одно, ну, просто саппорт написано, 2 подделали этикетку, одна чуть побольше, другая чуть поменьше. Ну, давайте посмотрим, что они мне здесь пишут. Так, ну, вообще, когда мы открываем сразу вот эти вот все значки, это говорит о несерьезности. Сразу видно, что это не Etsy. И что они мне здесь говорят? Поздравляем, у вас совершена продажа. Но ихняя система перешла на ручную обработку заказов. Смешно. Но это что, каменный век? На Etsy стали обрабатывать заказы вручную? Это же нереально вообще-то. Так, для того, чтобы закончить продажу, нужно, в общем, перейти по ссылке, нажать на форму, нажать на кнопку и получить лейбл. Конечно, я не нажму, потому что неизвестно, чем это закончится. Пусть они пока посидят в спаме. Посмотрим, что у нас дальше. Вот 2 товарища вот с такими значками, и тоже Etsy поддержка. Вот они как. И начали сразу пугать, что ваш магазин временно не может принимать новые заказы. Я должна им написать свой email адрес вот так вот, хотя у Etsy есть email адрес, и мы всегда связываемся по почте, потому что сообщения Etsy идут на почту. Так, кто у нас третий? Посмотрим. Ага. Добро пожаловать в Customer Service Etsy. В общем, тут один товарищ якобы купил, но они не могут подтвердить заказ, потому что они подозревают, что я не настоящий продавец. И у них какие-то сомнения. Для этого я должна отправить им имейл и имя. Пожалуйста, отправьте только имейл и имя, и потом они мне пришлют подтверждение этого заказа. Молодцы, что теперь уже здесь значков нету. Конечно, оно выглядит более-менее как будто бы от Etsy. Ну, если бы я не знала, как вообще приходят письма от Etsy. Да, это у меня магазин недавний, но тот-то предыдущий магазин у меня давным-давно существует, и я с Etsy общаюсь уже порядка 10 лет. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, значит, у нас здесь какая-то Лаура, давайте посмотрим. Ага, значит, она хочет сделать покупку вот с таким смайликом. Пожалуйста, помогите мне, да, то есть сопроводите меня. Ну, все понятно. Так, дальше кто у нас? Жакет. Ага, он заинтересован, она или он, не знаю, заинтересован в покупке товара, какого только вообще непонятно, потому что если человек в чем-то заинтересован, он пишет. А вот он нажимает на кнопку «Купить сейчас», и эти спрашивают у него мою электронную почту. Зачем?
и ему нужна моя электронная почта, да. Ну, конечно, не Etsy, а вот этому человеку даже неизвестно кому. Следующий. Джеймс. Ага. Джеймс, кто ты такой? Если ты представляешься от имени Etsy, поздравляем, у вас покупка и даже номер ордера. Угу. Так, и что тут у нас? Точно так же ручная система обработки данных. Кликните вот на эту ссылочку. Еще здесь пишет, что Etsy никогда не спрашивает у вас email адрес, и у них всегда есть вот такая вот этикетка Etsy Stuff. Ясненько. В общем, у нас получается из 6 писем якобы 2 человека и 4 письма якобы от Etsy. Если бы я не понимала, как работает система, то я, может быть, на какие-то из этих писем купилась. Точно бы не купилась на письма вот с такими вот разными значочками. Давайте еще посмотрим письма, которыми поделились со мной мои знакомые, друзья и ученики. Вот якобы письмо от поддержки Etsy с непонятной аватаркой. И они говорят о том, что на платформе новые правила и необходимо пройти проверку, перейдя вот по этой ссылочке. Инструкция и здесь ордер, номер. Они откуда-то, видно, вот это вот скопировали. Сразу понятно, что это мошенники. Такое еще письмо мне переслали якобы от Etsy с ихней наклеечкой. Здесь как будто бы магазин не может принимать новые заказы. И для того, чтобы разрулить, нужно написать confirm в этом чате, и потом они пришлют инструкцию. Ну, понятно, как только мы пишем confirm, дальше полетели какие-то ссылки, на которые нажимаешь, и до свидания, мой магазин. Вот такое письмо, оно переведено было уже на русский язык человеком, который мне это переслал. Вот это я вообще первый раз вижу, что уважаемый пользователь, номер какой-то, первый раз вообще слышу, что на эти номера, оказывается, есть. И они должны проверить данные платежной системы. Для этого нужно перейти по активной ссылке. Пройдет процедура проверки, и, пожалуйста, не используйте VPN при посещении страницы, так как это может сделать завершение процесса невозможным. С уважением, команды Etsy. Красота. Такое письмо получила моя близкая знакомая, и сразу же бросается в глаза вот эта синяя полоска, которую Etsy никогда не отправляет. Ее пугают тем, что ее магазин будет временно закрыт, приостановлена его работа. И для того, чтобы его активировать, опять же, нужно зайти на какую-то ссылку. И здесь Etsy опять прислал вот такое вот предупреждение. То есть она уже сразу поняла, что это скам. Это очень интересное сообщение. Тоже якобы от Etsy, какая-то Мари. Причем, смотрите, вставлены совершенно другим шрифтом. Тоже какие-то значки. Даже читать не хочется. Какой-то technical department, security department, и, ну, в общем, ясно. Все то же самое. Вот такие сообщения направлены на то, чтобы украсть ваш магазин. Имейте в виду и обращайте внимание на какие-то неточности, грамматические ошибки, возможно, и на оформление, в общем-то, несерьезное. Это уже другого плана сообщение. Тоже смотрим, что якобы здесь купили, поздравляют, тоже значки. Что нужно сделать? Ты должен отправить email в этот чат. И, ну, в общем, как обычно. Это уже денежные махинации, то есть хотят с вас поиметь какие-то деньги, хотя тоже может быть и магазин. Вот такая фотография мне была прислана. То есть человек просто сфотографировал на телефон и прислал. Тоже поздравления. Эти поздравляют, что вот посылка. И, ну, ясно все уже там, что будет. Давайте посмотрим дальше. О, это очень интересное сообщение получил мой друг, знакомый, у которого магазин
кожаных изделий. И здесь написано, что кто-то хочет купить, и нужно опять почту прислать. Причем по поводу вот этого письма у меня была крутая битва, потому что человек был уверен, что у него действительно купили товар, и мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы убедить человека, что это не с Etsy. И хорошо, что он обратился ко мне, иначе просто-напросто было бы неприятная история. Вот такие веселые истории с картинками. И я думаю, что вы уже разобрались, что почем и на что нужно обращать внимание. Я не знаю, на что рассчитывают мошенники, когда отправляют с поздравлением о продаже в мессенджер. Да, вы получаете информацию от Etsy на почту вместе с фотографией товара, который у вас купили, с его информацией и с информацией покупателя и адреса его, но не в мессенджер, на email. В самом магазине в отделе Orders and Shipping вы увидите пометку «Один заказ», вот он здесь находится. В крайнем случае можете зайти в финансы и проверить в Payment Account. Как только у вас совершилась продажа, тут же вам перечисляют деньги, и они уже на вашем счету в Payment Account на Etsy. Так как случаи мошенничества участились в последнее время, будьте бдительны, спокойно, без эмоций разбирайтесь с письмами, проверяйте все досконально и не ведитесь на обещания и не стрессуйте в случае угроз. Надо понимать, что мошенники давят на ваши триггерные точки. В конце концов, можно всегда обратиться в поддержку Etsy, и вам обязательно помогут. Вы можете и мне написать, я оставлю под видео ссылочку. Обращайтесь в личные сообщения, если у вас возникли какие-то вопросы. И будет очень интересно, если вы поделитесь своим опытом, как вы разрулили ситуацию, когда вы получали такие письма. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал и желаю вам порядочных и благодарных клиентов.